Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о знаках зодиака, у которых жизнь просто черная полоса. Их постоянно везде и всюду преследуют одни неприятности. Кто эти знаки зодиака, далее в этом видео. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что эта информация будет полезна и важна. Вы знаете, неприятности, какие-то проблемы, форс-мажоры, они происходят время от времени в жизни каждого человека. Но бывают такие периоды в жизни, когда одна проблема идет за другой проблемой, и на смену одной беде приходит другая. И такое время называют черной полосой. Но в такой-то момент все трудности прекращаются, и наступает светлый жизненный период. И так, как правило, происходит у большинства людей. Но вы знаете, есть люди, есть знаки зодиака, которые не особо везет в жизни по разным причинам. Проблемы, неприятности, беды преследуют их везде и всюду, а черная полоса в их жизни не заканчивается никогда. Рождаются столь неудачливые люди под несколькими знаками зодиака. Обязательно прослушайте и сделайте определенные, пожалуйста, выводы. Кто же эти знаки зодиака? Вы знаете, первый знак зодиака – это рак. Почему так? Дело в том, что, уважаемые раки, ваша самоуверенность играет с вами злую шутку. И именно ваша самоуверенность заставляет вас впутываться в всевозможные авантюры, впутываться в какие-то постоянно приключения, заниматься сомнительными делами. Последствия, к сожалению, оказываются для вас фатальными. И получается так, что раки сами создают себе проблемы. И после этого, как рак создал себе какую-то проблему, он хочет ее быстренько решить. И вы знаете, такой вот как белка в колесе. Одну проблему решил, следующая появилась. Эту проблему решил, следующая. И вот так вот у раков постоянно происходит. Поэтому, уважаемые раки, если вы не хотите, чтобы в вашей жизни была постоянная черная полоса, в таком случае отказывайтесь от самоуверенности. Перед тем, как принять какое-либо действие, принять участие в каком-либо проекте, деле, всегда взвешивайте все за и против. Для этого есть у вас друзья, знакомые, у вас есть интернет, где вы можете почитать отзывы, и только после этого принимайте осознанные решения. А так, с пылу, с горяча, уважаемые раки, не нужно это делать. Следующий знак зодиака – это Козерог. Уважаемые Козероги, вот удача то, во что вы не верите. И вы, знаете, вот ваше упрямство и замкнутость мешают вам двигаться по жизни. Вот именно эти качества, как упрямство, замкнутость, притягивают к вам постоянно проблемы и постоянно притягивают всевозможные неприятности. В итоге, уважаемые Козероги, вы сами себе вредите, портите себе жизнь, создаете постоянную почву для недовольства. А может, вам стоит убрать это упрямство, убрать эту замкнутость, пересмотреть свою жизнь, понять, что вы живете один раз в своей жизни, и пора вам двигаться дальше. И не притягивать в свою жизнь никакие проблемы, неприятности или всевозможные беды. Уважаемые Козероги, пересмотрите это в своем характере. Следующий знак зодиака – это рыбы. Уважаемые рыбы, к сожалению, большинство из тех людей, которые родились под знаком зодиака рыбы, не являются оптимистами. Рыбы никогда не могут узреть в происходящем ничего хорошего. Рыбы постоянно жалуются, загоняют себя в угнетенное состояние, у них всегда все плохо. Даже если вокруг вроде как все хорошо, солнышко светит, все равно это также плохо. И вот в таком вот подавленном, постоянном настроении вы не можете найти свое счастье, уважаемые рыбы. И неприятности к таким людям липнут сами по себе. Помните, мы то, что мы есть. Вот то, что вы думаете, уважаемые рыбы, то вы и притягиваете в свою жизнь. Поэтому прямо сейчас
Пересмотрите свою жизнь, станьте оптимистом по жизни. Что бы ни произошло, идет дождь, отлично, солнышко светит прекрасно, ветер сильный дует. Придумайте для себя новую какую-то идею, за которую вы возьметесь, и вам будет интересно. Как только вы станете оптимистом, переступите вот этот негатив в вашей жизни, все может кардинально измениться. Следующий знак зодиака – это Дева. Уважаемая Дева, вы происходящим, то, что вокруг вас постоянно происходит, и в вашей жизни вы не умеете наслаждаться. Вы только доверяете себе, своему опыту и своему разуму. И вот это все не позволяет вам замечать те возможности, ресурсы, которые дает вам жизнь. Вы не умеете адаптироваться к переменам и правильно реагировать на них. В итоге, чтобы добиться своих целей и решить свои какие-то, возможно, проблемы, девы, к сожалению, не могут. Вот постоянно у дев это происходит. Поэтому не доверяйте только своему разуму, своему опыту. Поговорите со своими родственниками, друзьями, знакомыми. Узнайте их точку зрения в любом деле. И научитесь наслаждаться жизнью. Жизнь, она прекрасна, и она дана один раз нам. Следующий знак зодиака – это Весы. Вы знаете, вот ваша несправедливость, которую вы смотрите через призму своих глаз, выбивает вас из колеи. Весы, вы как знак зодиака Весы, вы близко к сердцу принимаете все происходящее, и вы становитесь постоянно беспокойными по любому поводу. И в таком состоянии вы не можете адекватно оценить происходящее и принять правильное решение, которое именно вам позволит справиться с трудностями. Поэтому забудьте о других людях, о том, что, возможно, кому-то поступили несправедливо. У вас есть своя жизнь, полюбите ее, и ваша жизнь действительно может кардинально измениться. Далее, следующий знак зодиака – это Скорпион. Уважаемые Скорпионы, свои проблемы вы не умеете и не хотите решать. Вам всегда все дается тяжело. Вы часто не можете понять, что вообще происходит в вашей жизни и как вам надо действовать в той или иной ситуации. И вы желаете найти того, кто все сделает за вас, кто возьмет на себя ответственность за вашу жизнь. И, к сожалению, вот таких помощников в вашей жизни нет. Или они находятся рядом. И, соответственно, вы постоянно находитесь на паузе, вы постоянно находитесь в том состоянии, что вы не можете понять, что происходит, как вам надо действовать и как вам надо дальше двигаться. Поэтому, уважаемые знаки зодиака, неприятности преследуют нас, всех людей, по жизни. И необходимо каждому из нас научиться чуть более быть мобильными, предприимчивыми, чтобы всегда выбираться из черной полосы, знать о том, что это своеобразные уроки для нас, для нашей души, и мы пришли в этот мир не просто так, под тем или иным знаком зодиака.